Приветствую вас, все мои хорошие, на своем канале. С вами снова Вероника, здесь без изменений. Сегодня у нас расклад на 7 чакр будет идти. И знаете, думала, короче говоря, вот идет мне, да, два варианта. Вот у нас и будет сегодня два варианта. Глядите, значит, это у нас Раух Топаз, это у нас Черный Морион. Вы определяйтесь каждый со своим вариантом, а я немножечко здесь погалдю. Так, хотела вам что сказать. Ребят, у меня появился телеграм-канал, ссылка на него будет под описанием к этому видео. И в комментариях я его тоже закреплю. То есть пролистните там в общей информации и все найдете. К чему я это все? К тому, что именно там у меня будут публиковаться самые последние, так сказать, новости, акции, анонсы и тому подобное. На данный период я веду набор на 15 марта по раскладу, который называется «Ваши отношения с родовой системой». Будем просматривать линию отца и линию матери. Все детали в Телеграме, то есть на моем канале. Кому интересно, подписывайтесь, будете в теме. Вот. И второй момент, именно на Астару я беру одного человека на один ритуал по чистке на местах силы. Детали тоже сможете посмотреть, пролистнуть на моем канале. Повторюсь, Телеграм. Вот. И там же вы можете записаться или подписаться, да, или что там, войти в него. Чат по моему каналу тоже, девочки. Если кому интересно, заходим, болтаем, не стесняемся. Вот. Это то, что у нас было по объявлениям. Сейчас хочу сказать по вариантам. Смотрите, Раух Топаз. Давайте грубо скажу, это камень исцеления. Черный Морион – это связь с низшим астралом, с родовой системой, ну и тому подобное. Кто из вас что выбрал? Вот такие вот маленькие вам подсказочки в вашем выборе, да? И сегодня будем смотреть, потому что уже давненько я записывала, да, по чакрам. Там у нас полнолуние было. И, разумеется, что-то да у нас поменялось. Начинать я буду с Черного Мориона. Или давайте я его здесь оставлю. Вот. Колоды пока что все те же, но здесь люди оттачивают навыки в работе со своей родовой системой. Так, надеюсь, вам там будет видно. У меня седьмой картой вопросы. Что у нас тут? Ух ты, как интересно. Черный Морион. Тут вам действовать по интуиции и сердцу придется, а не разумом.
вам тут спешит какое-то любовненькое приключение, кстати, которое может перерасти во что-то стабильное. Свои уроки будете проходить. Так. Сейчас посмотрим, про кого мне тут показали. Итак, открываем все у нас по чакрам. Так. Здесь люди практики, приличные у вас вибрации защиты. Вот. Вопрос по денежному каналу сейчас посмотрим и по 6-й чакре. По поводу горловой чакры, 5-й, могу сказать, что в вас кто-то видит соперника, возможно, нападки. Так, в принципе, в принципе, вообще идеальненько. Есть некоторые моменты, да. Сейчас посмотрим. Судя из того, что я... Ладно, будет еще один вариант. Здесь, возможно, вы с кем-то в перепалке что-то пытаетесь доказать. Именно здесь словесно. Словесно что-то. Либо кто-то пытается сделать так, чтобы ваши заговоры, молитвы не работали. Что-то в этом роде. Так, первый вариант. 1-я чакра. У нас защита. Ребят, здесь все вообще на ура. Дальше не лезу. Здесь вы период обучения проходите. Кто-то новые защиты ставит, кто-то заказывал у мастера. 9-ка пентаклей. Ну, о чем еще может быть речь? Понимаете, здесь по защитам просто персик. Так, по 2-й чакре. Туз пентаклей. Смотрите, ну... Я же сказала, что-то будет типа из любовного приключения. Куда же эту колоду-то так положить? Давайте-ка вот так вот. Я ее покладу здесь. Если что, ею воспользуюсь, да? Вот что-то у вас тут такое намечается, ребята. Через время. Ребят, ну тут встреча с каким-то человеком. Не обязательно, что это будет ваш партнер. Это может быть и друг. Как вашего пола, так и противоположного. Я на этом не зацикливаюсь. Понимаете, сам факт наличия человека — это уже плюс. Но так как это 2-я чакра, все же здесь встреча, которая может положить неплохую... Ну, короче, которая может перерасти во что-то стабильное. Со временем, разумеется, будете проходить свои уроки. И знаете, здесь еще как? Вы как будто будете удивлены. Вот вы чему-то будете удивлены. Так, теперь 3-я чакра у нас. Это денежка, здесь у нас 4-ка пентаклей. Сейчас будем уточнять, что за 4-ка пентаклей. Я поняла, нападки на денежный канал есть, но вы под защитами. И у вас, знаете, может такой момент проиграться, как вы пытаетесь сейчас не тратить деньги. Это не жлобство, нет, это не жлобство. Это может у вас такой период, когда вам, ну, вы потратили, да, на что-то, вот вам надо там, да, срочное или, ну, стоящее, я не знаю. Ну и просто как бы не разбазариваете деньги. Есть некоторый момент, но это не только по этой чакре проходит. Здесь страх риска могут вам навязывать. Знаете, вот как-то они действуют, короче говоря, на ваш денежный канал. Здесь у вас защиты стоят, потому что там и мороков предостаточно на вашем денежном канале. И момент такой, оно вам отдает
То есть высшие силы вам отдают это новым уроком, проработать свои страхи, страх рисковать, короче говоря. Вот так вот. Вот что здесь у нас идет. Все-таки уточню. Да, слушайте, здесь кто-то из вас боится либо ритуал какой-то делать, либо выходить, знаете, как на борьбу с более новыми энергиями, чтобы поднимать свои, понимаете? На своем уровне все, вы достигли того, чего могли достичь, вам нужно идти дальше. Здесь наводящаяся эта белиберда, то есть, ну, особо не переживайте, там оберег стоит, и как бы, короче, я думаю, вы поняли все, да? Особо здесь распространяться смысла нет, оберег. Здесь уже ваших недоброжелателей, я смотрю, показывают. Обращались, да. Обращались. Причем такое впечатление, что делали одно, а получилось у них другое. Ну да ладно. Не будем их разочаровывать. Короче говоря, они били вам по сердечной чакре, промахнулись. И еще и пиздюлей. Ну, да, короче, пиздюлей отхватили, я так предполагаю. По недоброжелателям я обязательно сделаю расклад. И еще, ребят, маленький такой момент. Смотрите, вы, пожалуйста, мне темы для раскладов пишите. Под видео тоже в описании я добавила ссылку на определенный ролик, под которым вы можете оставлять темы для ваших раскладов. То есть здесь вообще без никаких проблем. У меня было маленькое ПДД в сторону той персоны, которая мне в личке пыталась продать свою подписку и свой комментарий, понимаете, за видеорасклад. То есть по поводу того, что вы пишете мне здесь, на моем канале, комментарии с просьбами о вашей, ну, о тематиках, да, которые вам интересны, здесь вообще все отлично, все окей. То есть это я, чтобы расставить точки над «и». Итак, 4-я чакра, переходим к ней. По 4-й чакре, ребята, здесь у вас, во-первых, защитник, а во-вторых, этот защитник ведьмак, и в-третьих, этот защитник из мира мертвых, скорее всего. Да. Здесь вообще все, ну, круто. Сейчас уточню. Да, здесь хорошо у вас чистка прошла. Ой, хорошо, от треугольников, от всяких третьих надменных персонажей здесь у вас прошла чистка. А что ж по чакре-то? Ну, показывает, что у вас, да, здесь на защите темный стоит. Показывают ваших недоброжелателей там. Что они там хотели свои проблемы на вас скинуть. В чем-то где-то они понимают, что они виноваты. Но я хочу сказать, что коль не надумали еще, убирать то, что нагадили, да, и где и когда это они сделали, вот и не обращайте на них и их действия внимания, пока не увидите конкретного результата, да? Так, смотрим теперь 5-ю чакру, что там за борьба, что там за 5-рка жезлов у нас, что за соперничество, что за раздоры. Что за раздоры, или вас провоцируют, или что они хотят.
Так, как-то неоднозначно я вижу поток. Возможно, вы что-то выяснили в процессе разговора, и у вас спала пелена иллюзорная по поводу какого-то персонажа. Может быть и такое. Здесь исцеление идет этих иллюзий. Здесь идет повышение ваших вибраций, у вас сила слова возрастает. То есть, кто практик, те, знаете, на ходу сразу у вас текст заговора идет, и как будто кто-то его надиктовывает, короче говоря. Так. А вот эта карта, что это такая? Это показывает вашего недоброжелателя. Показывает вашего недоброжелателя, там расплата человеку идет. И еще такой момент, но это больше бы я дала бы такое, знаете, напутствие тем, кто вас окружает. Не нужно вас провоцировать на слова, сказанные под эмоциями, в гневе, да, либо в каком-то дисбалансе. А дисбаланс здесь есть, здесь что-то сейчас буду смотреть по 6-й чакре. Противоречивость есть какая-то. Вот как-то так вы можете сказать, и это и сбылось, понимаете? Вот так-то. То есть, если есть персонаж, который вас вот так вот провоцирует, или знаете, что он хочет, он вызывает вас на разговор. Вот что здесь еще может быть. И вот если идет такой стёб, знаете, манипуляции, напишу какую-то, знаете, такую заковыристую фразу, чтобы задеть человека. Вот лучше бы ему это не делать. Тут он это зря. Ну да, в принципе, его проблемы, вам-то что. Так, 6-я чакра, что там? Помощь вам. Ух ты, мачезная. Может, кто-то из вас делал выбор, какой ритуал делать, и делать ли, и стоит ли, и потянули, смогу ли, получится. В общем, что-то в этом роде. Здесь по 6-й чакре вам пришло откровение от рода о ритуалике. У кого-то здесь прям помощь родовая. Но не факт, что родовая. Тут еще, знаете, такой момент. Ладно. Здесь вот такой, да, момент. Но. Меня все-таки, что вы выбирали? Может, вы были в дисбалансе, или же вы сейчас видите не только одно измерение, может, вы и туда, и тут, и там, и как-то вот расширяете свой кругозор. Что за 2 пентаклей? Что-то резко изменилось. Вас к чему-то готовят, кстати, на будущее. К победам и к завоеванию. У вас сейчас чистка идет и трансформация определенных циклов. Ребята, здесь идет, короче, кто не мог встретить свою вторую половину, там были определенные затыки. И ваши личные, и вам помогли с помощью магии ваши недоброжелатели. Это уже не суть важно. Здесь вы идете на завоевание, и у вас вот идет чистка этого момента. Я же сказала, вы кого-то здесь должны встретить. Кого, там уже отпишитесь мне, пожалуйста, как у вас проиграется. Но здесь у вас силища такая, просто, ну, бля, господа, удержите, это не каждому удается. Вот, и я вас сердечно прошу. То есть, ну, здесь люди на этот расклад необычные пришли, да, и вот я смотрю на эти карты, вот то, что я вижу. У кого были, вот знаете, циклами хорошие отношения, вообще никакие, или хорошие, нормальные, адекватные, достойные партнеры уходили, понимаете, да, как что-то не развивалось. Либо был какой-то, который
Но здесь у таких людей не будет пришел-ушел. Здесь люди, вот этот расклад для людей, которые не размениваются на вот эту шушеру, да, которая еще как бы, ну, свой, скажем так, путь понимания этого мира проходит, и они где-то вот там вот. Здесь уже у вас другие, как бы, другая высота, вот что мне идет. Здесь вообще классно, все хорошо. Итак, смотрите, по 7-й чакре здесь 10 кубков. Я и еще раз повторюсь, здесь идет кто-то вам в отношения. Здесь, если брать связь с высшими силами, да, с Всевышним, вообще все классно, все хорошо. Ну, 10 кубков. О чем здесь речь? Вы просто как рыба в воде себя чувствуете с высшими силами. Счастье, радость, гармония. Понимаете, здесь семья может быть. Вы остаетесь верны себе. У вас есть личные ценности, у вас есть кодекс, вы не нарушаете этой белиберды. Знаете почему? Потому что для вас важнее всего это душевное спокойствие. Вот это тот сильный наркотик, с которого спрыгнуть никогда не хочется. Вот. Просто ну, и ничто не стоит вот этого. Что там? Распутье. Так, смотрите, здесь вам высшие силы покажут, кто вас хочет предать. Возможно, будете выбирать между двух персонажей, да? Может и такое быть. Но здесь вам, слушайте, здесь еще высшие силы вам дают вот что здесь. Воу-воу-воу. Смотрите, это не выбор двух партнеров. Здесь вопрос в том, кого вы впустите в свое пространство. Почему? Потому что я вам даю вот 1000% из 30 возможных, что вам недавно во сне показывали людей из прошлого, ваши знакомые, бывшие подружайки и тому подобное, либо это ваши какие-то там партнеры, да, из прошлых работ. Вот что-то в этом роде. Эти люди вас обсуждают. И вот от них ждите предательства. И здесь высшие силы хотят, видимо, что? Сейчас я уточню. Слушайте, не вздумайте никого жалеть. Если кто придет жаловаться, как ему плохо, это люди из прошлого, которые уже вас предавали. Они вам снились. Я вот вам серьезно говорю, здесь вам подсказки просто, ну, вот молниеносно приходят. Либо вы где-то что-то услышали, что вам, ну, вот, напомнило об этих людях, да? Вот. Либо там, знаете, вот эта фишка, возможно, вы знакомы, выстрелила в каком-то, ну, в какой-то из социальных сетей. Ну, всегда обращайте внимание на эти знаки, не упускайте их. Да, здесь человек под зависимостями. И смотрите, если вы его не возьмете в свое пространство, дары судьбы получаете. Человек пытается ваше сдернуть. И путает, кстати. Пытается, знаете как, прежде чем войти в ваше пространство, запутать нити определенных энергий для того, чтобы вы не смогли вычислить, и ваши помощники, где истина, а где ложь в его действиях. Потому что я хочу взять эти две карты сюда положить, а кладу сюда, понимаете? То есть... Но это тоже не просто так. Этот человек хочет получить знания, которые вас привели к вашей нынешней защите. Он знает, что у вас охеренная защита. По-другому я не скажу. Здесь защита бомбей. Либо придет у вас просить помощи. Думайте, кому вы и чем будете помогать.
Пока вы там будете якобы помогать, человек ворует ваши дары судьбы, хочет своровать. А если вы не допустите, то все ваши дары, все ваши начинания будут под защитой. А тот человек останется в своем болоте. Так что будьте бдительны, Морионы. Вот, я вас благодарю за просмотр. Надеюсь, у всех все срезонировало. Вот, очень интересненько так. Не знаю, будет ли на следующей неделе, возможно, девочки тоже, потому что там Астара, новолуние, потом Астара у нас идет. И, сами понимаете, может быть, тоже буду делать... Вы здесь много чего прошли. Многие люди хотят, чтобы вы отреклись от того пути, который вы избрали. А вот и что, и правильно, и хрен им нарыло. Или хуй на воротник, извините меня за французский, но вот что идет, о том и пою. Так что хотят, да, чтобы вы свернули со своего пути предназначения. Но вы же не простые практики здесь. Поэтому вы кому-то какой с горле. Там зависть большая. И знаете, что я вам хочу сказать? Здесь женщина. Мужик как-то на второй план отходит. Если кто влияет из мужиков, он на втором плане. Здесь баба планирует вклиниться в ваше пространство. Вот так-то. Итак, Черный Морион, я с вами прощаюсь. Теперь Раух Топас у нас идет. Так, сейчас я немножечко освежу энергию карт. Вот так вот. Еще огоньком. Так, исцеление, да? Ну, захотелось мне этот камень взять, значит, кто-то из вас доисцеляется. То есть, как сами видите, у нас один вариант для более таких, ну, уже серьезных энергетических оборотов, да? А второй вариант идет для тех, кто на пути становления к этой силе. Итак, ух ты, вот так вот даже, да, я тут завернула. Не люблю я таких моментов. Странно. Короче, второй вариант. А у вас тут пытаются вам часть вашей жизни с ног на голову, я так предполагаю, выставить. Да, не часть, третью часть. Треть вашей, ну, короче, третья часть от всего важного в вашей жизни. Ты посмотри. Итак, справедливый выбор какой-то совершили. Приняли, не совершили, приняли.
Ой, не хотела я этого говорить, но оно получается. Здесь любятина вылазит, ребята. Здесь какая-то ситуация с семьей, со стабильными отношениями, с какой-то вашей стабильностью. Здесь, с одной стороны, и точка поставлена, но вы как подубиты внутри. И здесь обрывают связь с вашим родом вам. Ну, ситуацию вы эту должны пройти. Вы никуда не денетесь, вы ее пройдете, но так должно было быть. Вы через время поймете, что все, что происходит, на самом деле к лучшему. И вы знаете, несмотря на эту всю белиберду, у вас не все так плохо, как могло бы быть. У кого-то связь с Девой Марией из вас хорошая. Либо вот тут больше идет церковный мне эгрегор, то есть христианский, да, здесь кто-то в храмах, в церкви работает. И женские иконы раз. В некоторых случаях здесь кто-то из вас работает с богинями Индии. Вот так вот. Но это маленький процент, но есть такое. Итак. Пригубила кофейка я. Итак, Раух Топаз. Защиты. Хотела бы сказать хорошо. По сравнению с предыдущим раскладом, супер. Но это только начало вашего становления. Поняли, да? Нужно будет еще над защитами работать. Пока все хорошо. То есть вы под защитой. Но это только закладка на будущее. Да, здесь сами две карты развернулись. Здесь исцеление от какого-то человека, который очень выпрашивал. Здесь, знаете, человек мог выпрашивать у вас совета, ваш ресурс, деньги, ваше время выпрашивать. Вот вы говорите, хочу отдохнуть, к примеру, да, а ваш там друг, подруга там говорит, да нет, слушай, мне так нужна твоя помощь, твой совет. Вот, ну, поняли, да, короче, такая навязчивая фигня. Это один из вариантов. Второй из вариантов, здесь, естественно, идет любятина, как я уже сказала. Почему? Объясню. Сейчас уточню еще кое-что. Вот вам и уточнение. Потому что здесь что-то из приворотной магии было. Тут лицемерие. И человек такой лицемерный, гадкий, короче. У вас исцеление идет. То есть, ну, вы меня услышали, работать еще нужно будет. Так, по второй чакре есть у вас фамильяр. И такой, знаете, серьезненький, то есть уже на порядок лучше, чем было. Здесь вы обращались к кому-то. Или чей-то совет услышали. Здесь заключение договоров на дары судьбы. Почему-то мне хочется сказать, знаете что? Кто из низкочастотных здесь, которые делали деструктив, здесь для вас информации нет. Потому что у меня здесь идет по параллели, выстраивается жизнь человека, ну вот,
такой вот, да, энергии, вот сгусток энергии вот тех людей, которых мы обычно просматриваем на моем канале в разряде наших недоброжелателей. Почему? Потому что здесь еще у человека в башке иллюзии есть. У вас, кстати, тоже. Я сейчас смотреть буду, куда. Но вот просто сейчас идет расслоение на 2 потока у меня. То есть считайте, что частично здесь можно и смотреть недоброжелателей. Если по недоброжелателю, то он как-то от приворота освобождается или пытается это сделать. Вот. Что касаемо вас, у вас по 2 чакре здесь заключение договоров было. Здесь, здесь вам помогли. Ну, ничего не скажу, здесь ритуалика была. Хорошо, 2 чакру вам закрыли, то есть нет вот этого воздействия приворотного, понимаете? Девочки, кто не обращался, значит, это вам пришел инсайт от вашего рода. Если вы знаете, что вот я сама сделала, да, вот что-то мне подсказала, я вот так вот сотворила, но здесь рывок. По сравнению с прошлым раскладом, здесь рывок. 3 чакра, денежный канал, на чем-то вы настаиваете, хотите своего, свое взять, да, то, что вам принадлежит, но тяжело, еще препятствия есть. Выбираете что-то. Слушайте, не распыляйтесь. Вы здесь либо хотите докопаться до истины, в чем вас обманывали, да, либо же вам здесь показывают путь, когда вы идете на чистку, на очищение. Вам нужно на чистку, все остальное вы все равно, вам ответы на ваши вопросы вы получите. Если там были треугольники и что-то от вас скрывалось, поверьте мне, рано или поздно это все всплывет. Не рвите себе грудь этими болтанками, потому что отдает на ваш финансовый канал, деньги тяжело идут. Двигайтесь в ту сторону, где у вас будет покой. Да, может вот это вот мозг проедать, что хотелось бы знать всю истину, но поверьте мне, если вы ее сейчас узнаете, вам будет очень больно. Она к вам придет, когда вам будет пофигу. И поверьте мне, еще она всплывет тогда, когда вас нужно будет спровоцировать на классный обрат. Давайте я вот так скажу. Так, 4 чакра перекрыта, сердечная. Вы сами ее закрыли. Вы не хотите, чтобы вы были уязвимы. Это если коротко, да, и по факту. Здесь предательство. Здесь ваше удивление, здесь ваш шок от того, а как же так могли поступить. Вы нежданчик вы словили такой нехилый. Вы поняли, чтобы вы являлись узником, что вашу волю ломали. И на это, поставлена защита. И вы сейчас решили, что вы лучше будете качать себя в вибрациях вверх, нежели будете уязвимы по 4 чакре. Вот так вот. Так, 5 чакра, исцеление. Сила слова. Звезда, власть. Здесь вы очень хорошую сделали чистку и защиты поставили. Очень хорошо. Если кто не делал, вот мне идет, знаете, еще такой момент, что вы, возможно, думаете к кому-то обратиться. А что касаемо по недоброжелателям, что я говорила, поток закрылся, кстати.
по ним. Вот на второй чакре, вот по первой и второй была информация и перекрыта. И сейчас шестую копнем, посмотрим. То есть вот эти три чакры, в принципе, вот смотрите, кто сейчас находится вот в этих энергиях, вот то же самое ждет и вашего недоброжелателя через время. Кто-то и ему разбомбит все, что ему дорого. Но на тот момент вам это будет уже и нахрен не нужно, и неинтересно. Поверьте мне, не вашими руками, возможно, даже. Там другие будут у него отработки. Там другие люди за вас, поверьте мне, еще лучше, чем вы, сделают. Сама жизнь, как говорится, расставит все на свои места. Итак, шестая чакра. Вот здесь вот у вас множество вариантов. Вы еще смотрите на астрале, не заблудитесь. Понятненько, да? Соберите себя в кучку и думайте, прежде чем открыть какую-то дверь. Кто-то вам пытается внушить, что у вас закрыта связь с вашим родом, и тем самым пробить вас через четвертую чакру. Понятно? Здесь мороки. Можете не туда, не то думать, не туда идти. Но, возможно, это же и снимается. Сейчас я уточню. Понимаете, они наводят, а это все снимается. Вы как находите ответы и подсказки для себя, понимаете? И оно снимается. Вот то, что я говорила, что можно посмотреть как и параллельный поток с недоброжелателем. На первая, вторая чакра, и все, дальше они не идут. Здесь уже чисто ваше все. Они воздействуют, да, по менталу работают, там по менталу больше проработайте, пожалуйста, вопрос. Ваши недоброжелатели хотят, чтобы вам было больно, а вы заблокировали себя. Вы закрыли свою сердечную чакру, до вас не до... Ну, понимаете, оно как онемело, все. У вас голая логика сейчас как включится, и вы просто непробиваемы станете на какой-то промежуток вашей жизни. Но этот промежуток нужно тоже пройти и период. Вы на самом деле очищаетесь, а вам пытаются внушить абсолютно другое, понимаете, чтобы вы вспоминали, чтобы вы там себя за что-то корили или еще какие-то моменты, поедом себя ели. А на самом деле, ребят, ну, они хотят вам донести, что у вас закрыта связь с родом. Хрен там ночевал, все хорошо у вас с родом, не ведитесь на эту белиберду, всегда копайте информацию, прежде чем делать выводы и... Ну, поняли, да, в омут с головой кидаться. У вас здесь все классно по защитам. И седьмая чакра. Ну, седьмая чакра, здесь вашим недоброжелателям полетели обраты. Да. Здесь кто-то над вами. Вам помощь была. Помощь в постановлении защит. Кто-то над вами очень хорошо поработал. Тот, к кому вы обращались.
Если же это... Ну, понимаете, здесь очень маленький процент тех людей, которые вот так вот качнули себя с помощью, ну, рода, да, и подсказок от родовой системы. Вот хоть убейте, больший процент идет людей, которые действительно к кому-то обратились. И вы прокачали себя. Вот ничего не скажу. Прокачали, молодцы. По сравнению с предыдущим раскладом, я его помню прекрасно, у вас, ну, у вас все хорошо. Вот. И дальше будет только лучше, лучше и лучше. Так что вот такой у нас был Раух Топаз. Вот здесь реально, слушайте, здесь вы исцелились, да, вот я же сказала, камень вот этот исцеление отдает. Вот вы реально исцелились, ничего больше. Вот не дать, не взять, ребят. Вот такой вот у нас был раскладик сегодня. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал в Телеграм. Там будут последние мои новости и когда интересное, когда познавательное. Вот, когда еще что-нибудь туда буду подкидывать, там уже посмотрю, как, что пойдет. По мере свободного времени у себя. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. И, да, все верно. Желаю вам добра этого мира. Пока-пока.